Эй, это Шевцов Плей, меня зовут Денис Шевцов. Продолжаю снимать «Зайчик». Какие настырные. Вот на левые мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. И в прихожей зазвучало неразборчивые голоса. Поднимало спрятаться. Шкаф. Под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. К ногам гири привязали я поплелся в коридор. Два милиционера возвышалось на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидав машины с мехами, обычно крывалась и ворочала хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько расстроена. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Миссионер протянул мне фотографию. Рыжий паренек лет 8 был запечатлен на фоне ковра. Он держал в руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательней. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю. Да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да. У тебя ведь окна на лес. В окно? Нет, не видел. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд. Долгий, невыносимо тяжелый, он смотрел на меня так, будто в чем я подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно сустулился под весом смутой вины. Наконец оторвал от меня взгляд милиционер, бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Все хорошо. Ой, блин. Карие глаза милиционера вновь впечатлились в меня, от чего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю. Ты, малец, на племеша моего похож. Шустрый парнишка твоих лет. С такими же окулярами. Все книжками зачитывался. Детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я. Хотел людям помогать.
Смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из далеких родственников. Ох, ребятушки, сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мгм. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6-м. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если узнаете что. Милиционеры ушли, унес с собой тень, запах дешевого одеколона и фотографии улыбающего мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думала, какого ему сейчас там совсем не одному. Там почему-то, и я представлял лес, качающий на ветру, каково его бедным родителям. И что бы делали мои, если бы пропал я? Плакали, бились в истерике или обвинили бы друг друга, как обычно, а со времени и все забыли. Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так. Бедный ребенок. Я выглянул в окно на дорогу. Милиционерский УАЗик укатил к деревне. УАЗик — советский российский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости. Внедорожник выпускался в Ульяновском автомобильном заводе. Все понятно. Ковырился, расшилившуюся краску подоконника. Ой, блин, не понял. Почему-то я подумал у племянника участкового. Тут вспомнилось детские детективные сериалы «Черный котенок», который я сам прочитал за лето. «Черный котенок» — серия книг современных российских и передовых детских для подростков. Продвинутых детектив для подростков. Припутал как-то. Ага. В них обыкновенных школьников расследовали разные таинственные дела. Искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений бац, и раскрывали запутанные дела. Становились местным занимательными, и должно быть, родители ими страшно гордились. Я заметил оставленную
милиционерами зацепку следов, ведущую к лесу. И тут в голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? Может, найду пропавшего мальчика. А там и награду дадут, вот Оля обрадуется. И мне только Оля, мама с папой. Вдруг они на время забудут про свои перепалки. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву Р. Одевался, фантазировал, как куплю Олли тамагочи, а себе плеер и много кассет. А еще целую коробку киндер-сюрприз. Когда последний раз родители покупали нам игрушки? Осенью, кажется, тогда папа потерял работу, и ту самую, которую пелось в незваной песне. Бухгалтер, песня советской женской поп-группе, комбинация, ставшая широко известной в начале 90-х. Я смутно представил, чем занимается бухгалтера, считать деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватило на сладости, и один шоколадный батончик папа делил поровну мне и Оле. Бывало, я давал ей и свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Мне теперь скорее отправиться на поиски улик. Пойду погуляю. Ага, сейчас. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Того хуже перенесло эхо по коридору. Да я рядом буду. В лес не пойду. Да рядом буду, в лесу не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять. Лучше портфель собери или соли поиграй. Угу. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен, последнее слово останется за мамой. Так, смотрим. Сюда. Это распятие. Видимо, столько людей, входящих в дом и уходящих из его навсегда. Черное слово, вытавшее в себе все людские пороки за долгие годы под этой крышей. После смерти бабушки мама собиралась снять его и повесить над дверью подкову. На счастье, но поранилась об острый уголок креста и чуть не поранилась со стула. Папа назвал это заменением и наказал оставить распятие на его законном месте.
Родители запрещают мне звонить по межгороду, а так хочется иногда услышать старых друзей. Бывает, просто снимаю трубку и слушаю тихое уханье зуммера и далекий треск. Кажется, будто ветер воет об леденевших проводах. Это ж у нас... Юла. Мамина Юла — семейная реликвия. Маленькая мама играла с ней, а потом подарила мне. А после мне волчка по наследству крутила Оля. Смотрелась в танцующую веретесную, словно хотела увидеть там что-то, сказочный сюжет или, может, наше будущее. Теперь и сестренка слишком взрослая для старой песклявой Юлы. Открыть. Темная, душная кладовка. Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда, боится, что порежусь и о лезвии недавно заточенного топора. А Оля вообще не заманишь в кладовку, она считает, что там живет бабай. Нет, я как пытался подобрать ей страхи, отворил дверь и включил тусклую лампу, мол, смотри, ничего нет. Только паутина, папины инструменты и испаримые стены. Не поверила. А мне надо прятаться в шкафу, слушать, как Оля считает снаружи 3, 4, 5. Я иду искать. Бредет скрипя половицами, робко надеется, что не придется соваться за мной тесную логово страшилы. Так, куда можно? Ну, давай проверим. Туда. Выйти. Антон. О, ладно. Угу. Да, надо на кухню пойти. Так, сейчас надо все обрызгать, надо все. Ну-ка. Давай сюда. Боковина старого холодильника «Океан» была усеяна моими детскими рисунками и мамиными рецептами и разнообразными наклейками от жвачки с динозаврами, которых так любила Оля. Посреди такого натюрморта красоваться тетрадными лист в клеточку с номером телефона нашего участкового. Старший лейтенант Тихонов прочитал я про себя, глядя на размашистый почерк милиционера. Лист удерживал два кусочка
сломанного магнита из какого-то старой советской игрушки и словно специально, чтобы подразнить меня, чуть-чуть прикрывал цифры. Я почну разрушить эту тайну и забрать листок в надежный тайник. Там номер буду ждать своего часа, когда я наконец расчищу Вову и первым позвоню в милицию и с радостью вестью. Антон! Мама с укором посмотрел на меня. Зачем тебе? Не трогай, потеряешь же. Меньше всего мне хотелось сейчас злить маму, и я покорно опустил руку. Так, куда еще? Тихий покрытие пятнами календарь когда-то был моим любимым развлечением в доме бабули. Помню, просыпаясь первым делом, бежал на кухню отрывать листок с ушедшей датой. Словно от меня зависло, настанет новый день или заплутает где-то в таежному лесу. На сутки ближе к дожданному Новому году, на сутки ближе к бабушкиным похоронам. В какому старому календарю я не прикасался уже много лет. С тех пор, как описано на обратной стороне, сменилось с забавным пословиц. Примет и темные, и мрачные, вгонящие меня в необъяснимыми умными заговорами и на смерть. Я осторожно взял пятую страницу календаря и без труда сорвал ее. К сожалению, жуткие описания из детства так никуда и не пропали. Везет бревну на 7 лошадях. Если 7 повезет, 8 подряд. Подпрягут. Да. Ну, извините, как читал, блин. Далеко увезет, назад привезет. Это сбудется на... Да не минуется. Блин. Ладно. Я скомкал серый лист и швырнул его в его морсное ведро и надежды поскорее избавиться от нахальнувшей на меня тревоги. Она расправится, как чернильное пятно по промокашке. Посмотрим, что там дальше. Холодильник. Угу. Молоко видно. А это что такое? Я не знаю. Лекарства какие-то там. Холодильник. Кто так тут хранит? Так. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли. А теперь тут только суповой набор. Да. Слипшиеся пельмени, как же они острочели.
Осторчели, да, правильно. Словарь. Читаем дальше. Пельмени. Маленькие пирожки из пресного теста с мясом. Употребление в вареном виде является разнообразностью русского фастфуда. Так. Выхожу с холодильника. Так, сюда. Опять. Я тайком заглянул мамин косвар... Блин, как его? Мамин косворд. Она очень сердилась, когда то давал ей подсказки, и мы с папой обожали давать вид, будто знаем правильный ответ. И вот называем его. И я улыбнулся мимолетному вспоминанию. 9 букв по вертикали, так филистимляне называют большинство, которое защищает их от укусов ядовитыми змей и носило прозвище повелителей мух. Вторая буква Е. Так. МЧС России объявила экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозу синоптиков, к региону приближается циклон, из-за которого ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Будьте осторожны и берегите себя. Ого. Ну, нажимать. Лгать маме было нелегко, но изначально сбежать из дома не получилось бы. Так. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая, и экран весь в полосах. Мама резко изменилась в лице. Без ножа меня режешь. Да стрелялся в уток своих. Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама втерла руки фартук и хмурилась и отправилась в комнату Оли. Нажимаем. Во двор. Да. Боже мой. Я открыл калитку и вышел в поле. И осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я переоделся и половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнила ночные страхи. Примерно здесь я видел силуэты, блин. Здесь они кувыркались и прыгали хороводы. Музыка заиграла в подсознание
гипнотизирующая, гипнотизирующая, влекущая, тьфу. При свете дня далекие фигуры казалось просто сном. Извини, как читаю, Солнце испепелило кошмары, но остались после вкусе отдаления звон в ушах, изломанные тени, ползущие передо мной по снегу, и чуть слышанный шепоток в голове неясный, почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось и уперлось в тупик, и в частолол из сосны. Тишина порой бывает страшных криков. Родители кричали друг на друга, и мы с Олей каменели, прислушивались к перепалками. Но потом наступила оглушающая тишина. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. И уже вспомнилась с трудом. Точно это было в прошлой жизни, что когда-то мама с папой шутили, смеялись, проводили много времени вместе. А когда целовалась при Оле, она всегда морщилась и забавно фыркала. В один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома. А что страшно, запомнила образовавшаяся пустота, Словно вспыхнула пожар, и родители среди ночи в попыхах собрали вещи и спасли себя и нас. От кого? От тех людей, что иногда появились в нашем прежнем доме, людей с ледяными, как у мертвых, глазами. Будто они все видели лишь клубки червей на черной земле. А где-то далеко, предупреждая надвигается опасность, надвигалась сирена. Я вздохнул и прогноня наведался и осмотрелся. Только я болею, и ветер, что гонял по снегу ледяному пыль и хвост по порыши. Щурился от солнца и осмотрел лес, где шарил мрак. На фоне
ослепили белизны, он был необычным темным. Узловатый корневище изменились под снегом. Прелая листва и хвойные иглы вмерзли в льду. Лед. Сухие колющие ветки перелетались, навеяли неуютные мысли о решетках, защищающие ли они лес, или наоборот удерживали нечто внутри. На одной из острых веток что-то висело. Увязла в суброгах, я побрался ближе и почти к самому границе леса и увидел вязаную варежку. Точно ранее птица среди изголоднявшаяся потемок может отнести ей милиционерам. И страшный, хоть и выглядел угрюмо, напоминал мне капитана Казанову из моего любимого сериала «Улица разбитых фонарей». Ой-ой-ой. О, блин. Блин, я что делал, блин? А тут нельзя вернуться. Ну ладно, блин. Такой же полный тревоги с усталыми взглядом, но при этом храбрым и сильным. Поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? Вова! Послышалось далекий крик, кажется, у реки. Вова! Словно сами деревня завывали кого-то. Вова! Похватился уже ближе. Там, где за деревней кто-то стоял. Хоронился. Вова! Я понимаю, скорее всего, то ищет пропавшего мальчика, но все же было что-то странное в той фигуре. В ней не по подвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле. В ей чернота. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Где-то громко захлопала крыльями птица. От дерева отделилась тень и скрывалась из виду. На секунду отвлекся, когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Померещилось. Очень долго стояла тишина.
Так. Мускулы мои были напруженные, сердце грохотало в горле. Любой шум, мельчайший намек на движение, шепоток из шабы, и я бросился бежать. Но ничего не происходило. Ничего не происходило. Но посмотрел на варежку. Сбежать или взять? Ну, это уже вопрос такой. Так, ну, лучше возьму. Я принял решение... Подожди-ка. Я принял решение снять одинокую варежку из Светки. На это можно остановиться. На это можно остановиться, все. Конечно, я пропустил словарь, там пропустил улица разбитых фонарей. Так. Если видео вам понравилось, если я так читал, как мог. Если видео вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать продолжение Зайчика. Если, пожалуйста, досматривайте видео до конца. Хочу достигнуть 10 тысяч подписчиков, пожалуйста. Вступайте в мой Discord сервер, вступайте в мой канал в Телеграме. И всем пока.